Приветствую всех, дамы и господа, выжившие на проекте Апокалипсис. Хардкор ПВЕ сервер. Вон там какая-то деревушечка, туда и направимся. Помнится, играл я на этом проекте и довольно много. Правда, это было давно. Но тогда еще не было хардкор версии. Зря я, наверное, съел яблоко. Хотя особо-то мне его жарить не на чем. Ладно. Сейчас, похоже, только-только рассвет. Меня там уже зомбачье встречает. Так, ну и посмотрим на этот сервер. Камышова ни хрена себе меня забросила. Мне тогда в другую сторону надо шлепать. Помнится, даже на казуальном проекте, какой он был еще тогда, было довольно-таки тяжело выживать, кстати говоря. Но тогда и опыта у меня было намного меньше. Так что посмотрим. Да, двери здесь частично закрыты. Но есть вот такая вот интересная механика открывания некоторых полок, шкафов и даже холодильников, в которых можно найти что-нибудь перекусить. Все это мы будем вспоминать по ходу дела. Если, конечно, удастся выжить. Так как, ну, выживание это здесь, опять-таки, насколько я помню, и было довольно суровым. Зомби здесь также довольно опасные. Все они вешают вирус. Антивирусные здесь достаточно сложно найти, хотя, по-моему, возможно. Вот меня уже заметили. И также есть момент, когда противовирусные можно сделать самостоятельно. Но опять-таки на это потребуется много ресурсов, таких как мозг зомбаря, микроскоп, если мне не изменяет память, там своя кровь. Почему-то немножко замедленно реагирует открывание дверей, но, вероятно, это проблема с моей стороны, так как что-то последнее время интернет у меня шалит. Так. Дверь закрыта опять-таки. Ну ладно, пойдем лутаться. Кассетка лежит. Ну, возьму пока. Взял ведь? Взял. Ну, что-то пока не особо. Ни по луту, ни по чему остальному. Ладно. Будем искать дальше. По крайней мере, пока не умираем. Да, вот они. Суровые чернорусские зимы. А вы что хотели? Холод, голод. И все прочее. Хотелось бы хоть что-то найти. А то прям... А вот, кстати, шкаф. Надо не забывать про это. Может вывалиться какая-нибудь шмоточка хорошая. Что-то пока ничего. Кстати, пока я там нажимал на таб. У нас тут так, охота, рыбалка. И что-то еще. Что-то пока не представляю, что. Опять эти рассинхроны. Надо будет все-таки что-то делать с интернетом, да. Но это я уже попозже решу. О, штаны. Низкое. Плохое. Ну, наверное, низкое это все-таки лучше. Так, давай, бери. Что ты будешь делать, а? Я все-таки крайне надеюсь, что это у меня такие рассинхроны. И когда я это все починю, то будет все окей. Так, пиджачок, низкое утепление, но оно всяко лучше, чем футболочка. Футболочку тоже забираем. Наверху есть ли смысл что-то искать наверху? Ну так, гляну.
Ну, особо и не надеялся, если честно. Так, наверное, химсвет уже можно выкинуть. Так, так. В Багдаде все спокойно. Полицейская фуражка, плохое утепление пойдет. Выпить водички — это обязаловка. Ага. Ни хрена себе, вот это уже интересно. То есть колонка здесь еще и ломается. Вот это очень прикольно. Это прям в новинку. Так, давай еще раз попытаемся починить. Возможно, тут нужен какой-то инструмент. То есть руками маловероятно, что я ее починю. Не поддается. А выпить у нас не получится, да? Даже глотка. Ну да. Это грустненько на самом деле. Хотя механика прям-таки интересная. Рюкзачок. Битка. Битка пойдет. Зомбаков, по-моему, здесь тоже надо обыскивать в масках и перчатке. Перчатках. Не в одной же. Так, так. Ну, мне кажется, что здесь будет откисон. Закрыто. Их, конечно, можно было бы выбить. Той же битой. Еще одна фуражка. Не надо. Но что-то, мне кажется, найти в этих гаражиках что-то полезное маловероятно. А мне надо искать что-то покушать. Ну или в идеале теплую одежду. Потому как мое здоровье очень сильно уменьшается. И оно уменьшается, естественно, из-за того, что я мерзну. Мерзну, как собака. Собаки, кстати, тоже есть на этом сервере. Они могут прибежать в любой момент и в любую точку. Так, чё. Пиджак. Еще один. Ну, у меня не тронутый, как бы. Даже не знаю, может посидеть в доме, отогреться хоть чуть-чуть. Ага. А голод как бы говорит об обратном. Куда тебе греться, тебе и так нормально. Хавать давай. Тут, по-моему, можно... Ага, скорняк. Ну, жалко, что его нельзя съесть. По-моему, можно тут трясти деревья. Но вот если от них толк зимой, это большой вопрос. Но в этой местности как раз есть пара грушек, которые я тряхану. Чё ты? Чё ты ее гладишь? Не открыть. Бедняга. А вот, кстати, вроде и они. Да, их можно потрясти. Ну, давайте потрясем. Посмотрим. Нет фруктов. Обычно хоть с одного да что-то падало. Поэтому, мне кажется, если с них со всех ничего не упадет, то это может означать только то, что зимой фрукты не падают. Да, как-то не свезло, не фартануло. Так что будем искать пропитание каким-то другим способом. Хотя, может, просто мне так везет. Так, холодильник. Давай искать через холодильники пожрать. Здоровье пожелтело. Придется голодать. А я этим только и занимаюсь. Трекинговый. Трекинговый это получше. Да, это получше. Обожаю трекинговые ботинки. Может взять? Да ладно, зачем? У меня есть скорняк, в принципе. Скорняка более чем достаточно. Да и походу
Я все равно не успею износить эти ботинки. Помру я раньше. Надо как-то повнимательнее смотреть окружение. Все-таки любая баночка консервов может спасти мне жизнь. Надеюсь, это свежие. А вот и баночка консервов, кстати. Так. Но в доме я, кстати говоря, тоже мерзну. А если я буду двигаться? Так, а вот так я вроде согреваюсь. Так, 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 стоп. Желудок полный. Хотя нет, нифига я не согреваюсь. Я все еще мерзну. Мне надо что-то... Что-то как-то с этим делать. Разорвать на тряпке. Да блин. Вот это звук. Штаны не рвутся, да? Ну и ладно, пусть валяются. 4 тряпки мне вполне себе хватит. Так, ну, с голодом более или менее вопрос решили. На время, по крайней мере. Теперь мне надо решить что-то с холодом. С холодом гораздо все сложнее обстоит. Так, 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 давай. Все-таки помираю я очень быстро. Да, это печаль. Возможно, даже мне нельзя уходить в другие города, пока я не решу вопрос с температурой. Придется возвращаться. Так, ну солнышко, кстати, начинает подниматься, и температурка потихоньку даже идет вверх. Местами. Ну, а местами все еще... О! Так. Так, так, так. Мне надо... Мне необходимо, я бы сказал, ломать куст и отогреваться. Неважно, поранюсь я, не поранюсь. Это вопрос жизни и смерти. Осталось только куст найти. Делов-то. Да, как мы видим, у меня тут баночка. Это после кошачьих консервов она осталась. Пустая банка хорошо подойдет для хранения червей. Поэтому я ее оставил. Так, а как она работает? А, вот, в ней есть слоты. Ну, это более экономно. И я наконец-то начал греться. Пока положил 2 палки. Возможно, их стоит поэкономить, потому как я все-таки каким-то чудом не поранился. Так, ну я получил тепловой бонус. Это значит только то, что пора двигать. Пора двигать, пока еще я могу это делать. Здоровье у меня пока восполняется. Это замечательно. Но вот что не замечательно, это меня беспокоит пинг. Пока я сидел, грелся, меня выкинуло разочек. За это время я успел проверить соединение с интернетом, и вроде бы как у меня все и в порядке. Так что, честно говоря, не знаю пока. Не знаю. Ладно. Где-то я тут слышал курицу. Так, где-то там. Вон она. И зомбаки. От зомбаков мне идти... Куда? Сюда. Кстати, тут и платьица лежат. Какие замечательные. Да, я читал, что здесь есть баг некоторый, который немножко пока не поправили. Это то, что, подняв курицу с земли, ее не удастся разорвать руками.
Так что мне надо сначала как-то избавляться от зомбаков. Вот то, что у меня вот такая вот фигня с дверьми происходит. Вот опять. Ща меня выкинет. А нет, смотри-ка. Даже не знаю, что происходит. Это весьма печальная ситуация. Давай, открой ты дверь. Ну, понятно, меня выкинуло. Появился я вновь. Зомбачье на месте. Двигается оно согласно всем правилам пинга рывками. Ну да, пошло-поехало. Ну ни в какую. О, начал искать. Чипсы нашел. Молодец. Они сушат. Ну, вроде захавал. Правда, особо ничем это не помогло. Ну, кроме еды, разумеется. Курица прям под бабкой. Мне надо найти палки в первую очередь. Потому как, если придется бежать, то застрять в холодном доме как-то перспектива не очень. Хотя, на самом деле, я могу вполне себе наткнуться на закрытую дверь во время побега. Ну или же, опять-таки, пинганет, не знаю, сервер или у меня соединение такое паршивое сегодня. И меня просто запинает, так сказать, потусторонний зомби, которого вроде как нет, но на самом деле есть. Тут ничего нету. Конечно, печально, но, скорее всего, курицу придется оставить. Пока что рисковать я не могу. Потому как бегать от зомбаков в таком состоянии идея не очень хорошая. Что же, надо двигать куда-то к электре. Пытаться, пока бонус тепловой у меня работает. На крайняк. Не знаю, буду отогреваться где-нибудь. Где-нибудь, может, на отмеле, если туда есть вариант пройти. Кстати, отмель уже вот она. А вот и куст. Все-таки решил я, пока у меня есть шанс, дернуть сразу до электры. Потому что действует тепловой бонус. Ну а что мне там ловить? Один дом, в котором, возможно, ничего нет. Это потеря драгоценного времени. Все-таки электро город большой. Вот и бонус у меня пропал. Да, город большой, и найти там что-то полезное более вероятно. Вижу впереди зомбака. Гуляет прям по берегу. Это не очень хорошо. Это меня замедлит. И мне придется выбегать на дорогу. Буду обходить его подальше, потому что если он тут меня замечает, то все. Это конец. Заодно, кстати, можно посмотреть камешки. Я не помню, спавнятся ли они на этом проекте вот так вот. Но если удастся их найти, то это будет прям очень круто. А вот и первый зомбарь. Это у меня уже вторая попытка. Так как проморгал я
Зомбаря на дороге, кстати. Кстати, я вообще прям рядышком со своим трупом. Он буквально вот там за отмелью на дороге лежит. Правда, я не успел ничего скинуть. А вещи у меня там были вполне себе добротные. Ну как добротные? Добротные для кипаря. Где-то что-то бахнуло. Ну ладно, попробуем добежать до трупа. Ну и обыскать его. Я почти уверен, что я чем-то заболею, когда обыщу труп. Потому что, вероятнее всего, без маски, без перчаток это делать крайне не рекомендуется. Но заодно и посмотрим. Конечно, вступать в бой с зомбаком. Вон, кстати, зомбак. По-моему, это именно он меня убил. Да, вступать в бой с зомбаком в рукопашную было идеей не лучшей. Но делать было нечего. Хотя нет, это не он. Это какой-то другой товарищ. Тот был без шапки. Ладненько. А вот тот может. А он, кстати, и трупешник мой лежит. Да, скорее всего, это он меня убил. Ну, попробуем. Ага. Здравствуйте. Идет прям к трупу. Ну ты чё, а? Ты чё? Давай вали оттуда. У меня тут эксперименты. Всё, как я люблю. Я уже забыл просто, что на данном проекте зомбари спавнятся просто повсеместно. И вот таких вот безопасных маршрутах как бы и нету. Вон битка моя валяется, хотя бы биту бы забрать. Но я буду проверять. Наверное, мне пиджак заруинил. Наверное. Выживший. Как мне вас, гражданин, обыскать? Только не говорите, что никак. Да, походу никак. Скинуть вещи я, разумеется, не успел. Ну, давай бери биту. Возможно, его можно только разделать как-то. Битой никак. Короче, непонятно. Ладно. Двигаемся к нашей цели. А цель наша электро. Ну, с горем пополам добрался до домов. Правда, ситуация у меня крайне плачевная. Голод, жажда и все вытекающие последствия. Ну, делать нечего, будем что-то искать. Пытаться выживать. Вот, например, холодильник. Может, чем-нибудь нас одарит. Похоже, придется голодать. Согласен. Шкаф. Может быть, телогрейка? Джинсы. Среднее утепление. Пойдет. Походные выбрасываю. Так, ну уже маленечко получше. Правда, холод еще никуда не денется. И не денется он, наверное, еще очень долго. О, рабочие. Высокое утепление. Но мне придется жертвовать скрытностью, так сказать, своих передвижений в обмен на тепло. И, кстати, тепло уже в доме будет подниматься.
Но это мне не поможет на самом деле, пока... О, толстовка. Пойдет. Пока у меня такой охренительный... Так, давай бери в руки, во-первых. Разорвать. Жесткий звук. Но зато 3 тряпочки. Как-никак. Так, ну более или менее я отогреваюсь вроде бы. Но опять-таки с голодом и жаждой вопрос остается открытым. Так, холодильники. Холодильники нельзя забывать обыскивать. Это может спасти мне жизнь. Крыса. Ну да. Я, конечно, пока возьму. Мишутка. Тоже возьму. Закрыто. Выбить, конечно, можно, но что-то мне пока не до этого на самом деле. Что-то как-то подожду. Мотошлем пока берем. Все-таки он дает дополнительное тепло. Так, там зомби, которая меня заметила. Шапка. Шапка лучше. От зомби надо валить. Куда-нибудь. Понятно. Слышу курицу. А мы бежим. И надеюсь, двери будут не заперты. Так. Кажется, мы в ловушке. Но здоровье поднимается пока что, и это не может не радовать. Так, дверь выбилась. Смотрим, что там полезного. Холодильник. Пойдет. Пусто. Действительно, черт. Тут курица, конечно. У меня еще крыса есть. Их бы зажарить. Жарить мне. Костер разжигать нечем. А в трупе лежали спички. Печаль. Тетенька, давайте шуруйте отсюда по-быстрому. Некогда мне тут с вами развлекаться. У меня вот там вот дичь. Так, я слышал, что есть баг. Но мне тогда придется идти мыть руки. Баг, короче, если берешь курицу вот так вот, как я в инвентарь, то ее потом нельзя разорвать. Блин. Нельзя разорвать руками. Похоже, мне обратно в дом. Но я сейчас это проверю. Ну, вроде как можно. Не знаю, может, это правда не работает. А что с курицей? Ой, с крысой. С крысу, наверное, просто жарить надо. И сделать бы мне это на самом деле стоит чем раньше, тем лучше. Потому что это все дело может испортиться. Ой, здрасте. А я не к вам. Не было меня тут, не надо. Блин, придется выбить. Уж больно хочется посмотреть, что там. Надеюсь, не зомби. Оп. Туфли. Ну, туфли тоже хорошо. Холодильника нету, да? Это, конечно, печально, печально. Ладно, пойдем дальше. Что-то вроде лежит, а вроде и нет. Не. Показалось. О.
А вот это уже что-то. Сломается бита, буду монтировочкой бить. Ой, у меня температурка-то опять побелела. Точнее, посинела. Грустненько. О, назад вернулась. Шкафчик. Так, вот из-за чего у меня вниз идет. Что это? Низкое не надо. А, ну это из-за холода у меня. Здоровье опять вниз пошло. И тут пусто. Интересно, какой процент найти что-то там? Там найти можно, я знаю. Я уже находил. Вот тем моим неудачным персонажем. Ну хотя для него было это довольно удачный момент. Неудачным было только то, что я слепой. Колоночка. Какой вариант, что я тут? О, работает. Шикарно. Одна проблема решилась. Надо пить до упора. Так, все. Отпился. Теперь разорвать. Тоже прикольные звуки. Ой-ой-ой, какой звук. Ну, навык охоты у меня никакой. Собственно, поэтому... И добыча у меня соответственная. Так, вымыть руки. И, наверное, посмотрим окрестности. Неплохо бы было заглянуть в пожарку. О, перчаточки, хорош. Эта машинка прям меня всегда радует. А вот то, что меня не радует, так это то, что у меня желудочек-то все. И бурчание в животе об этом мне напоминает. С рачником искать пожрать. Все, что мне остается. Тогда, наверное, поход в пожарку откладывается на некоторое время. Чайник. Чайник — это замечательно. Так, чтобы мне выкинуть. Чайник — это, конечно, замечательно. Такой здоровый, хороший. Но не замечательно то, что я умираю от голода. Чайник мне в этом, кстати, никак не поможет. Так, наверное, сейчас вот эти дома осматриваю и бегу туда. Испытывать счастье там. Вроде бы как я пока не умираю прям сильно. Хотя, мне кажется, это дело времени. Закрыто, не буду тратить время, которого у меня и так нету. Кстати, надо так осмотрительно забегать в дома. Зомби могут быть и в домах. Я с таким уже сталкивался. Лыжная маска пойдет. Полицейская тачка. Респиратор. Что он умеет? Высокое утепление. Пока пойдет. А куда у меня маска пропала? Моя тепленькая. Все? Маска закончилась. Магазин. Это, конечно, здорово. Но это все не то. Что там? Пачка кофе. Кофе, что ли, варить? Так. Ну ладно, давай по-быстрому. Все-таки это полицайка. Мини-полицайка. Да куда ты бьешь-то, господи? Ну, здесь уже можно давить на тапку. Калорий я все равно не теряю, их у меня нет. Туда мне явно идти не надо, а вот в те домики я бы наведался. Пепси. Свежие. Класс.
Уже что-то. Так, что у меня? Я от колонки убежал далеко. А кофе я могу схавать, интересно? Сейчас посмотрим. Пачка кофе. Нет, не схавать. Ее, походу, надо заваривать. Возможно, будет там кофеек. Да, конечно. Куда у меня маска пропала? Просто взяла и пропала. Вот так вот. Безвозмездно. Ладно, некогда мне тут тормозить. Это, конечно, все отлично. Но мне этой баночки хватит на пару минут. Вода очень долго поднимается вверх, хотя я бежал на спринте. Наверное, это не очень хорошо. Все-таки повышенная сложность у сервера. Но пока посмотрим по ее потреблению. Пусто. Очередной пустой холодильничек. О! Дадим второй шанс. Высокое утепление. Высокое утепление. Ну, в противогазе вроде бы как... Не понял. Так. Вроде бы как в противогазе. Вот это вот. Так, что выкинуть? Химсвет выкину. Стамина тратится быстрее. Поэтому я пока одену маску. И домики здесь закончились. Мне надо возвращаться в город и его лутать. Как минимум надо наполнять чайник хорошей водой чистой. И как-то решать вопросы с голодом. А иначе кранты. О, рюкзачок. О, гвозди. Так. Так. Чайник сюда. Медведь. Не вешается, блин, химсвет выкинул. Сейчас бы повесил, ну ладно. Кто ж знал. Это мы вот сюда. Все. Погостили и будет. Спички бы мне найти. Я бы зажарил всю эту шелуху. Блин, так далеко и услышал, а? Тихо, тихо, тихо. Ты шо, какая резвая? Так. Иди сюда. Слышишь, да ты чё, бессмертная, что ли? Может, я не тем тебя бью? Слышь, тёть. Ну тебя нахер. Я все понимаю, конечно. Но жизнь меня к такому не готовила. Ладно, пойдем в верхнюю часть города. Сельские домики, думаю, меня выручат. Они меня всегда выручали. Да и холодильников там больше. На самом деле есть такое ощущение, что зомби тут, точнее спавн зомби, настроен как-то иначе. Не, ну само собой он настроен иначе. Перец гнилой. Печально. Но то, что они... А, черт, яблоко опять. То, что они... Как сказать-то? Ну вот обычные зомби в Дейзи типа пропадают и, соответственно, появляются, если игрок находится менее 300 метров от точки спавна зомбей. А здесь такое чувство, что они не пропадают, они взаимозаменяются. Банка пустая, это для консервации, мне не надо. Взаимозаменяются с рестартом. А так они находятся постоянно.
Верна ли моя догадка, не знаю. Но что я знаю, это то, что мне нужна еда прям край. Стаканчик кофе пустой. Хоть бы кофейку налили. Скоро я и бегать не смогу. Блин. Красное ХП. Вот и подъезжает моя конечная, походу. Так. Пей. Быстрей. Так. Печеночный паштетец. Это я вовремя нашел. Уже боюсь что-то скидывать, что-то ложить в кастрюльки там. Вдруг пропадет. А мне это надо. Так, ну паштетом, конечно, подкрепились. Это здорово. Но с голодом все еще остаются проблемы, и их надо как-то решать. Хорошо, хоть зомби в этом участке немного. Кстати, я заметил, что зомби здесь распределены довольно грамотно. То есть они не скапливаются в каком-то там определенном участке, в деревне там. Не торчат у колонки. А они вообще повсеместно. То есть вот прям на 100% безопасных мест, ну, нету. И это хорошо. Ну, собственно, поэтому я и помер в прошлый раз. Так как я думал, что будет все спокойно, а нет. Не так уж все и спокойно на самом-то деле. Все гораздо хуже. Давай-ка поищем шмоточку, пока у нас время есть. Так, попробуем обыскать мусорку. Надеюсь, перчатки у меня не прям таки сразу заруинятся. Так, ничего полезного. Перчатки повреждены, ладно. Идем дальше. Звуки радуют. Звуки... О, еда пожелтела. Класс. Звуки определенно радуют. Что они изменены. Ну и это добавляет какой-то динамики, что ли. Рабочие боты. В принципе, у меня тоже не тронутые, но я поменяю. Потому что я-то в них уже чуть-чуть походил. Апельсин, наверное, тоже съедаем сырым. А то пока я тут прыгал-бегал, еда опять стала красной. Конечно, в идеале зажарить. Но, по-моему, костер у меня не предвидится. Так, помидорка. Тушеная, ну ладно. То еда опять красная. Еле успеваю что-то находить, пока у меня еще еда не начала хавать здоровье. Как-то сложноватенько, но оно и хорошо. Вот опять придется голодать. У меня тут еще осталось пара домиков недосмотренных. Может и повезет. Так, платье. Платье надо брать. Платье это много тряпок. А они рано или поздно у меня закончатся. Ну и пора бы уже найти что-то съестное. Домики, конечно, пока еще есть. Но это ненадолго. Надеюсь, что-нибудь-то попадется. Ну или хотя бы спички найти, чтобы отогреться там. Попробовать еще раз в мусорке порыться. Вдруг что вывалится. Вон, кстати, и зомби появились. Мне на них в данном случае попадаться на глаза вообще нельзя. Я не то что от них убежать не смогу, а даже, возможно, и спрятаться. Так, что это такое? Коробка из-под пиццы. Ну там же видно, что кусочек лежит. Почему ее нельзя съесть? Или можно? Нет.
Так, вот и бита сломалась. И перчатки сильно поврежденные. То есть мусорки уже полутать не получится. У меня вообще есть гвозди. С гвоздями вроде какой-то там крафт был. Точно помню, что есть крафт из куриных костей и тряпки. Это будет такой импровизированный ножичек костяной, который мне бы очень помог. И вроде бы как я и брал кости с куренка. Только они благополучно исчезли. Мне кажется, я их держал в чайнике. Но, возможно, я и путаю. Конечно, можно было бы побежать, но там вот еще одна. И если я побегу, она меня услышит, а если дверь заперта, то никуда я, собственно, не зайду. Не буду мусорку лутать. Перчатки важнее. Так. Нормально. Уже пора находить еду. А то еда опять красная. Что-то как-то не в тот район я, по-моему, зашел. Хорошо, что дверь была открыта. То бы это плохо закончилось. Но убить их мне навряд ли стоит. Холодильничек опять пустой. Здоровье только наполовину у меня отрегенилось. Хреново дела. Что это? Блин, тут курица где-то. Вот курица меня бы спасла на самом-то деле. Если из нее еще 3 кости выпадет, тогда надо пытаться убивать эту бабку. Может, как-нибудь монтировкой-то получится. Аккуратненько так. Блин, сейчас еще мужик увидит. Вроде такие сельские-то зомбаки, они должны быть не особо сильные. Хотя вот та бабка, не знаю, почему-то бессмертная какая-то была. Ну давай. Да уж, трата времени. Лучше их на эту сторону дома. Вот так вот переселить. И тихонечко тут подождать. Так, где-то прям... Где-то прям тут она должна быть. Вот она. Все, вижу. Теперь главное, чтобы меня не увидели. Так. Разорвать. Надеюсь, кости останутся. И надеюсь, что их будет 3. Иначе это очень плохо. Блин, костей нет. 2 куска курицы. Ну, значит, с той курицы тоже их не было. Все плохо. Тогда надо уходить из этого места. Слишком много тут зомбаков. Да, надо что-то делать. Только вот что? Очень нужно найти что-то режущее. И я не помню, как здесь искать камни. То ли их надо только добывать, то ли где-то можно порыться руками. Но, по-моему, это не здесь. А если и было, то это убрали. Короче, не помню. Так, что у нас тут? Ага. Тут у нас все плохо. И я спалился. Так. Быстренько. Еще и не прыгает. Дверку закроем. Ну вот. Опять мы в доме. Холодильник, что ли, обыскать? Вдруг еще не искал тут. Там вот вижу еще несколько домов по типу деревенских.
Надо, видимо, отправляться туда. Потому что, опять же, холодильников самое большое количество именно в таких домах. Ну а холодильники на данный момент... О, железо. Холодильники — это единственный мой способ найти еду. Так, набор для шитья. Кстати, интересно, здесь выполнен. Это ведь он, наверное. Так, ну это пусто. Это понятно. Так, а вот бушлат бы я на самом деле заштопал, да? Залатать, да, действительно, это набор для шитья. Чем все-таки теплее мне будет, тем меньше будут тратиться калории. И перчатки. Перчатки обязательно зашить. Это первоочередная вещь. Еще курицу слышу. Стоит ли мне за ней идти? Кстати, кофе. Блин, кофе я жрать не могу. Кстати, может, если его в чайнике вскипятить, то там оно какие-нибудь калории накидает. Где эта курятина? Где-то там. А, вон она. Зомби близко. Не знаю, стоит ли идти. Попытаться. Может, можно монтировкой как-то ее расковырять. Нет, монтировкой не расковырять. Обидно так-то. Ну ладно. Взял пока целиком. Может, что найду. Так, баночка пепси. Баночка пепси хорошо. Это пригодится. По крайней мере, еще пару минут я не умру. А мясо тут не стакается случаем, нет? Жалко. С одной стороны, конечно, это вроде как и не очень правильно, но удобно. Застакал так кучу мяса. И все. О, мусорка. Надо посмотреть. Шо ж везде закрыто-то? Как не ткнуть, все закрыто. Можно попробовать сходить в пожарный участок. Еды там, конечно, нет, хотя там, по-моему, был холодильник. Ну а вот топор. Чем мне поможет топор? Не знаю чем. По-моему, им кору с дерева не снять. Но если там не занято, то почему бы не сгонять? Так, что это? Брезент. Блин, брезент я бы взял, он здоровый такой. Из брезента химзу можно сделать. Правда, не то, чтобы мне сейчас до нее есть дело. Ну ладно. А вот и топорик. Топорик, это замечательно. Так. Так. Шлем. Что у нас шлем? Средний. Надо попробовать топором снять кору. Если это мне удастся, что вряд ли на самом деле, то это прям меня спасет. О, еще топор. А чё бы и не взять. 2 топора лучше, чем 1. Среднее утепление лучшее. Блин, ну это слоты. Давай пока возьму. Или нет. Средняя. Ну, когда я зашью, она должна быть лучшего на самом деле. Поэтому надо брать. О, автоматы можно обыскивать. Тоже отдельный звук на него. Тоже приятно. Но неприятно то, что пусто. Так, я знаю еще, что компы можно там как-то, может даже с помощью монтировки или там отвертки как-то вот. Ну нет. Не получается.
Но как-то их можно обыскивать. Там компы, вот это вот все, штаны у нас что? Высокое. А у меня средние. Меняем. Они даже поврежденные, уже высокого. Скоро мясо начнет тухнуть. Вроде перчатки лежат. Рабочие. Поврежденные, но возьму. Перчатки-то лишними не будут уж точно. Так. Тут вроде ничего. Посмотрю поезд и в бар. Кстати, не рекомендую выходить вот в таких вот вагонах из игры. Или в контейнерах. Потому что у них двери не выбиваются. И если с рестартом их вдруг закроет, то никакой возможности выбраться оттуда не будет. Придется ждать следующего рестарта. Вот так вот. А что это я опять слышу? Неужели там еще курочку я слышу? Кстати, вот эту курочку-то я так и не разделал. А у меня появился топор. Может, это даст кости? Тогда у меня появится нож. И тогда будет шанс. 2 кости. Ну, кстати, курица неплохо. Так. А вот это вот уже интересно. Положу-ка я курточку сюда пока. Не то, чтобы мне она сейчас очень нужна. Кто это сказал? А чё тут столько много-то? Мне нужна та курица. Прям позарез. Это я получу кости. Опять-таки сделаю нож, разведу костер, пожарю свое мясо. А вот, кстати, и чипсы. Осталось найти только способ добраться до курицы. Топором-то, я думаю, зомби будет поинтереснее бить. Где-то... Где-то там курица. Где-то там. А вон она. И вроде даже как путь свободен. Это хорошо. Так, а палок у меня, конечно, нету в запасе, да? Хотя вот тут кустик. Но придется на виду все делать. А мне особо выбирать не из чего. Четвертуем. Кости есть, даже 3 штуки. Нормально. Так, куда ж? Мясо уже складывать некуда. Кстати, заметно больше мяса падает, если разделывать чем-то режущим. Хотя, по идее, топор — это такая вещь, которая не особо аккуратно разделывает. Так, одна длинная палка. Ну, зажариться хватит. Хотя, блин, мне же надо еще на розжиг. Да, мне надо на розжиг еще. Тогда мне нужен еще куст. Мне нужно сейчас прям тут вот делать эту кору срезать. Ладно, чайник. О, кепка сюда упала. Я ж ее вроде не брал. Доверю я чайнику вот эти 2 кусочка. Их бережет. Уже 2 пачки кофе. Палки сюда. Я вот тут за остановочку спрячусь и буду мутить ножик. Что там надо? По-моему, нужна всего лишь 1 тряпка. Куда они падают? А, они... Ничего не понимаю, куда падает, что куда. Исчезают мои тряпки в непонятном направлении. Как обычно. Так, вот она упала 1. 3 кости сюда объединить, сделать костяной нож. Где-то тут зомбяшка крадется. Может, вот это? Не, другая. Вот здесь где-то.
Так, костяной нож готов, поврежденный, да и ладно. Не то чтобы мне прям очень много надо. Не, ну надо-то много на самом деле. Чем больше, тем лучше. Срезать кору. Так, кора есть, нож все так же поврежденный. Кору. Мне нужны еще палки. Палки мне еще нужны. Ладно. Что есть, то есть. И то уже хорошо. Теперь бы как-то еще палки, чтобы у меня не пропадали. Вот эту сюда разместить. Эту берем. Кора сюда. Набор для разведения. Так, набор для разведения есть. Пусть пока тут полежит. Это мы так, это мы так. Одна тряпочка. Одна тряпочка у нас отправляется в костер. Это сюда. Это... Да, оно все пропадает-то. О, появилось. Это сюда. Разжечь. Наконец-то. Появился у меня огонь хоть какой-то. Там я скинул куртку пожарного, но что-то мне кажется, я уже за ней не пойду. Швейки у меня осталось на один раз. И я ее израсходую лучше на перчатки. Потому что они у меня уже поношенные стали. Все-таки перчатки, мне кажется, важнее. Ради эксперимента исключительно. Положу я вот этот вот хоть магазин, допустим, в чайник. В медведя я вроде ничего не ложил, но... Вот перья положу в медведя. Где тут он? А, у меня, кстати, вот в медведя упали мои тряпки. А медведь лежал в кастрюле, то есть в чайнике. Такая матрешка получилась. Но я сделаю вот так вот. Надо это запомнить. И посмотрю, что откуда у меня пропадет. Пока еще палочки нормально. Надо бы еще крыс пожарить. Вообще есть-то можно, я ими не траванусь. Ходил за палками, заметила зомби. Попробую топором ее ушатать. Костер просто сейчас погаснет. А у меня еще не дожарено. Что я попробовать силовым? Шо ж они такие какие-то? Может, урон через окна убрали? Потому что, ну вот с такого топора она должна была просто отлететь. Точнее, удара. Что это такое? Так, мясо. Блин, мясо сжег. Такой хороший кусочек был. Костер сдох. Интересно, горячее есть можно? А, понятно. Понял. Понял. Это у нас 70 градусов, это 60 градусов. О, по 3 стрелки вниз. Что там съел? Давай только не помирай от куска курицы. Все, вроде нормально. Терпимо. Да, 2 палок не хватило мне пожариться как следует. По-моему, надо выбирать другое место для ночевки. Тут как-то людно. Так, ну 50 градусов, наверное, уже можно съесть. Это прям гарантия. Чего ты не хочешь есть? Опять слишком горячо? 50 градусов тебе горячо? Ну, спасибо, что хоть здоровье не отбавилось. Что там с курицей? 40 градусов. Еще петух кричит.
Так, вот 40 уже ест спокойно. Я не мог не пойти, но тут прям какая-то куриная столица. Здесь курица пасется. Там петух кричит. Ну, в моем положении не брать это кощунство. К тому же кости, к тому же мясо. Крысы у меня скоро попортятся. Ножик у меня скоро сломается. Чем мне это все заменять? Это было близко. И знаете чё? Где-то в конце деревни еще кричал петух. Не знаю, по-моему, это немного чересчур уже. Да, вот где-то там кричит петух. Куда упал тот? В кастрюльку. Мы его сразу же разделаем. По-моему, крыс тоже надо разделывать, если я не ошибаюсь. Но это дело мы тоже поправим. Теперь еды уж точно хватит. О, почти целые кусочки. Хотя навык охоты у меня 0. Возможно, на кур он не распространяется. Все-таки это какая-то охота. А вот первое, это, по-моему, владение оружием, если я правильно понял. И, честно говоря, я пока не представляю, как это работает. Но мы это выясним. Обязательно.